Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Максим Гольдарб на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые, уважаемые люди. Всех с праздником. Сегодня Николай. Пусть Бог хранит вас и ваши семьи. Ну, сегодня прям неимоверная волна. Путин дает прямую линию, отвечает на вопросы, комментирует ситуацию по фронту, комментирует европейские решения по финансам, комментирует условия переговоров, говорит о том, что 26-й год, конечно, хотелось бы, чтобы все жили в мире. Зеленский в Европе, да, есть новости для него, 90 миллиардов вроде как нашли способ выделить. В общем, Европа как бы дает понять, что она поддержит Украину финансово. Но вот этот мирный ореол мирных переговоров, он все равно вот где-то витает в воздухе, где-то он есть, да, где-то вот как бы люди ищут вот этого какого-то разрешения вопроса. Как вы думаете, вот исходя из того, что перемирие, да, оно отвергнуто, в том числе российской стороной, я имею в виду рождественское, потому что непонятно, да, Рождество 25-го, наверное, Мерц и Европа имеет в виду, но вообще 7 числа, вот как с Днем Святого Николая, да, все ж в Украине уже отпраздновали по новому календарю, а сегодня такой истинный день, 19 число. Вот Я так тоже так считаю. ну, вот так вот, собственно, и с этими датами перемирия, да, которое вообще как бы не рассматривается, а рассматривается только заключение, то есть сделки, переговоров, мирных соглашений. Как вы думаете, мы сейчас закручиваемся, еще больше впиваемся в это тело войны, потому что Путин же как говорит, будут до конца года еще продвижения, он назвал целый ряд направлений. Соответственно, будут новые атаки, деньги пообещали, значит, будет война дальше. Или все-таки это какая-то финишная прямая? Как вы трактуете из последних заявлений вот этот вектор? Мы все-таки к миру движемся или к еще большей эскалации? Когда наш эфир сейчас с вами запараллелен с итогами, которые подводит Путин, да? Галантерейщик и кардинал – это сила. Ну что ж, выполним свою задачу, свою параллель исполним. Мне кажется, что мы рассматриваем ситуацию в Украине изнутри, используя свои собственные ощущения, свое видение, свои знания, и немножко отбрасываем в сторону или не замечаем происходящего вокруг. Мы с вами в предыдущем эфире говорили о том, что без геополитической игры ситуация в Украине не разрулится просто по той причине, что Украина стала в том или ином смысле инструментарием, игрушкой в руках много более сильных игроков мировых. Я на что хотел обратить внимание? Посмотрите на ситуацию в этом смысле в Америке и на ситуацию с Венесуэлой, как она начала развиваться. Трамп, по нему сложно сказать, он шутит или не шутит, он то наступает, то отступает, но между тем он сказал недавно о том, что он предполагает и вариацию с войной там, в Южной Америке. Как это разовьется событие? Будет ли оно, закроют ли на ситуацию с Венесуэлой Китай глаза и Россия? Будет ли это отступлением или отступным для ситуации в Украине? Я не знаю. И мы можем только догадываться, к чему я это сказал. К тому, что очень важно все-таки, как поведет в этой ситуации себя Америка. Если она отойдет в сторону, если она прекратит поставки денег и вооружения, или они будут на минимум миниморум, в таком случае я думаю, что это ускорит приближение мира. Что касается сегодняшнего решения Европы о том, что она дальше готова субсидировать Украину, субсидировать именно, потому что Орбан правильно сказал, когда сказал, что это будут это будут потраченные деньги, их никто не собирается возвращать. Это речь идет о выделении нового кредита в 90 миллиардов на 2 следующие года. И деньги эти будут выделяться за счет европейских налогоплательщиков, а не так, как они до этого заявляли, что это будет сделано за счет замороженных в Европе русских активов.
Кстати говоря, 2 этих года тоже покажут, кто какие решения будет принимать. Останутся ли те, кто сегодня в Европе принимает подобные решения на своих местах. Мы видим отлично, что европейские страны, европейские люди очень недовольны ситуацией во внутренней политике. Европейские богачи перестали поддерживать условных Ляйен, Мерца и Макрона и так далее. Это все к тому, что наличие или отсутствие этих игроков вокруг Украины или рядом с Украиной точно так же повлияет, или скорее всего, или очень сильно повлияет на наступление мира, либо продолжение войны. В целом, вы правы, выделяются деньги на новое вооружение. Зеленский сказал о том, что если вы не будете платить деньгами, вы будете платить кровью. Я вообще удивляюсь, как европейцы в целом выдерживают подобное и улыбаются, и не выгоняют его, скажем так, с подиумов за подобные заявления. Резюме. Исходя из того, что делает сейчас Россия, исходя из того, что заявляет ее президент, очень похоже на то, что у них есть люфт во времени для того, чтобы все-таки максимально добиться перелома на поле боя. И если не мирно, то не мирно забрать то, о чем они заявляют на мирных переговорах. Забрать территории, установить контроль над другими территориями, назвать их демилитаризованной зоной. И дождаться все-таки того момента, когда ситуация в Украине взорвется сама по себе. Не зря ведь Залужный заявляет на днях, что Украина близка к гражданской войне, и под основой этого видит возврат войск назад на, скажем так, на подконтрольную территорию, на подконтрольную киевскому правительству территорию. Таким образом, я думаю, что речь не идет сегодня о заключении мирного договора. Я думаю, что мое мнение и мой прогноз: Трамп отойдет от этой ситуации, Трамп не станет, умоет руки, он скажет: я сделал все, что мог, заканчиваем тему. Тем более, что на Трампа давят внутри республиканской партии и в семье по поводу того, чтобы он отошел от украинской ситуации, от украинского конфликта, не тратил на это ни силы, ни деньги. Если это произойдет, это уже повторение, но между тем, если это произойдет, то успехи свернутся, так называемые фотки под Купинском и видео со стороны Зеленского быстро закончатся, и аналогичны этому. И как бы это грустно ни звучало, таким образом будет быстрее заключен мир. Хотя, конечно же, я говорил и настаиваю на этом, каждый день плохого мира намного лучше, чем каждый час великолепной победоносной или непобедоносной войны. Ну, вот такой ответ, Александр. Понимаете, тут как бы вот вы призываете рассматривать все более глобально. Ну так давайте попробуем масштабировать. И вот понятно, сейчас все в заявлениях Путина, причем они такие. Ведь тоже можно увидеть эту игру, да, игру в маятник. Они там то говорят о том, что мы почти согласились на условия Трампа, ну, мол, как бы мы за то, что были переговоры, но то, как я летом 24 года говорил, на этих условиях, а это вывод украинских войск из Донецкой области, причем все вспомнили уже, это 14 июня 24-го, это июньский ультиматум, что это вывод войск из Запорожской области, из Херсонской области, и тогда прекращение огня и переговоры. То, собственно, какая-то такая мирная история, да, о том, что надежда на мир, и так, то абсолютная, скажем, противоположная вещь, говорит Путин о том, что будем идти добивать гадину, будем идти вперед, у нас впереди еще территориальное, скажем так, завоевание, до конца года еще увидим, конечно, то есть полностью совпадает с вашим, ну не то что предположением, вашим видением, что есть какой-то люфт во времени, и это время будут использовать. Но, смотрите, тут же немыслимое происходит. СБУ, опять-таки, сейчас очень важно формулировки, очень важно их применять правильно. СБУ заявляет, что где-то в Средиземном море, в нейтральных водах, атакован очередной танкер российский. Показали видео, вот этот судно идет по нему, в общем, кто, откуда запустили в Средиземном море. Ну и вроде как это вот спецоперация.
И мы видим, что этот инструментарий вот сейчас вовсю включается. Черное море, дальше Средиземное море, понятно, там на севере определенные спецоперации, Каспийское море. То есть мы видим, что это уже абсолютно другая специфическая игра. Она завязана и на войну, как противостояние, и на экономику прежде всего. Как это в Средиземном море, в нейтральных водах поражать, ну, в общем, торговое судно. Теневой флот, не теневой флот, здесь нужно разбираться. И вот тут уже меняются региональные правила игры. Как может Россия ответить на это? Чем? Асимметрично, симметрично. То, что происходит в Украине, мы видим. Да? С Одессой, с этой бедной, удары по мостам через Днестр, удары по подстанциям, опять там 73 тысячи абонентов без света, пытаются как-то налаживать, все равно налет, удар по Одессе. Это как раз-таки выход Украины к морю. Об этом было сказано Путиным ранее. Да, посмотрим, прямая линия, мы с вами беседуем, прямая линия еще не закончилась. Да, возможно, будут такие вопросы и так далее. Но как решить эту проблему? И является ли происходящее нам ключиком для понимания вот этой глобальной истории и глобальных архитектур каких-то региональных вариантов безопасности, да, которые там нам и проложат путь к какому-то миру или к какому-нибудь соглашению по Украине? Кому выгодно и какая цель? Вот ключевые вопросы для рассмотрения того или иного действия. Я думаю, что не нужно быть семипядей во лбу, чтобы говорить о том, что проблема с одним, с двумя, с тремя, 5 танкерами в разных морях, 10, 15, неважно, 15 танкерами в разных морях или океанах, теневыми, как вы правильно сказали, или не теневыми, это пока еще никто не доказал, это только предположение. Так вот, проблемы эти не загонят российскую экономику, российский экспорт в тупик. И это очевидно. А раз так, цель преследуется иная. Цель преследуется иная. Если не получается по линии фронта, если не получается и территории так или иначе сдаются, то нужно сделать что-то на другом направлении. Для чего это нужно сделать? Ведь это не изменит перелом войны, не изменит. Вернее, не принесет за собой перелом войны, так точнее. И не изменит сегодня ее ход. Не тем этот ход меняется. Он меняется либо количеством войск, либо супервооружением, но не подрывом танкеров в Черном море или в Каспийском море или в Средиземном море. А раз так, ответ очень простой. Все это нужно для того, чтобы, на мой взгляд, спровоцировать русских на изменение подхода к войне, ее усиление с точки зрения кровожадности, с точки зрения разрушений, с точки зрения... Вот об этих эффектах плохих идет речь. Применение того или иного смертоносного оружия или разрушительного оружия по гражданским объектам, то есть спровоцировать иной ход ведения войны. Для чего? Тут вариаций может быть много. Для того, чтобы оттолкнуть потом весь мир от тех, кто, вернее, сегодня позитивно либо лояльно смотрит на Россию, для того, чтобы оттолкнуть их от России, для того, чтобы таким образом сконцентрироваться и, обвинив их в преступлениях против человечности, сделать так, чтобы расползающийся в разные стороны Запад опять собрался и опять дал какой-то мощный бой Российской Федерации. Похоже на это, потому что других вариантов я предположить не могу. Повторюсь, Россия слишком мощна в экономическом смысле слова или потенциально мощна, чтобы ее загнать в угол подрывом нескольких танкеров. И делается это только с одной целью – заставить Россию применить иные способы ведения войны, чем она применяла за эти годы. Я не хочу проводить
никаких параллелей, я не хочу ни к чему призывать, но я хочу просто напомнить об истории. Ее надо и помнить, и знать для того, чтобы понимать, что будет происходить в какое-то обозримое будущее. Если Америка заходила во Вьетнам, она сжигала все. Куда бы она ни заходила, она сжигала все. Таков ее вариант ведения войн. Уничтожались города, уничтожались подъездные пути, неважно, сколько там было в этот момент людей. Американцы сами считают, что за все войны, которые они провели в 20 и в начале 21 века, погибло мирного населения порядка 6 миллионов человек во всем мире. Мирного, не войск, не солдат. Для чего я привожу этот пример? У меня складывается впечатление, что кому-то очень выгодно, чтобы война в Украине приобрела подобный характер. Можно говорить все, что угодно, но сегодня в Киеве работают бары, рестораны, люди ходят, танцуют, пляшут, поют, пьют, отдыхают, гуляют. Слава Богу, что это так. Но кто-то очень хочет, чтобы было не так. Кто-то очень-очень хочет, чтобы полилась огромными потоками кровь мирного населения, чтобы говорили не о том, что при попадании беспилотника погибла семья, Царство Небесное, или там 5 человек, 10, а чтобы количество убиенных людей в Украине исчислялось, мирных людей, исчислялось тысячами, десятками тысяч человек. У меня складывается впечатление, что речи ведут именно об этом. Какой военный... Я задаю здесь вопрос риторический. Какой военный смысл в перекрывании воды для мирного населения Донбасса? Какой? Это что, уменьшит количество танков, ракет, войск на этой территории? Нет, не уменьшит. Это создает просто мучение тем, кто там живет. Зачем? Для чего? Что, после этого те, кто там живет, проголосуют за возврат назад в Украину? Да никогда. Это вызывает только ненависть и убеждение в том, что когда-то эти люди сделали, как они считают, правильное решение. Какой смысл в этом? А я скажу, какой. Военного никакого. Он к победе не приводит. Вернее, такие действия к победе не приводят. Желание получить симметрию. Те, кто это делает, и те, кто так планирует, чувствуют себя в безопасности. Они считают, что они и их семьи останутся живы и здоровы. Все остальное, мне кажется, им по барабану. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как они ответят, симметрично или асимметрично, я думаю, что будет симметрия все-таки. Эта симметрия будет заключаться в полном блокировании морских путей, полном разрушении, если, конечно, у них на это есть силы. Я этого не знаю. Почему я задаю такой подвопрос? Потому что 3 года как бы прошло, а порты Украины работают. И зерно вывозится, и что там, металл ахметовский вывозится. Так вот, если у них есть силы, я думаю, что будет устроена самая настоящая морская блокада в том смысле, что инфраструктура морская Украины будет разрушена. Полагаю, что на это будут направлены или могут быть направлены усилия. Это один из вариантов. Он достаточно понятен, очевиден и банален. А второй из вариантов, что все-таки начнут наноситься удары по другим стратегическим объектам. И несмотря на то, что они надежно строились еще во времена Советского Союза, ведь при Украине ничего построено толком не было, я имею в виду ГЭСы, я имею в виду плотины, я имею в виду мосты, мосты, которые в столице есть. Я полагаю, что подобные цели станут под прицелом, и это для страны и для людей будет проблемой. Давайте вот в этой связи мы вернемся там к Европе, к Зеленскому, к активам. Тоже интересно ваше видение ситуации, да? Вы там немножко упомянули, надо разобрать этот момент, потому что Путин грозит последствиями, да, для еврозоны в принципе. Очень все это как бы интересно, это все очень важно. Давайте о людях. Ну вот, например, есть такая, скажем так, трасса Киев-Житомир. Ну, все прекрасно знают, да, что это. Все прекрасно ездили по ней. Там есть село Березина,
и там выходят люди и перекрывают дорогу. Делают культурно, да, там каждые 10 минут пропускают, в общем, потом ходят по пешеходному переходу. Они начинают требовать компенсации за поврежденное жилье. Ну, потому что дроны летят, вот это все. Дальше. Одесса. Мы видели, люди выходят и перекрывают тоже дороги, другие города, потому что у них не дают свет. Ну, то есть нет света. Одесская там область, Одесса, другие места. И вы понимаете, в чем дело? На этом фоне вот то, о чем вы сказали, упомянули Залужного, о том, что вот сейчас там приедут военные, Зеленский тоже говорит, сейчас это контракты, чтобы переоформить, чтобы финансирование было, деньги нужны, чтобы человек, они же уже уникальный этот опыт, досвид, да, уникальный опыт получили. И это опыт, это другой стиль жизни, образ жизни, да, и вот чтобы они вернулись, да, кто захотел, продлил контракт, видимо, чтобы, короче, дать им денег, чтобы они работали даже в условиях там условно мирного времени, но, в общем, как бы занимались этим своим новым приобретенным каким-то навыком, да, то есть военным делом. Проблема внутри колоссальная. Вот тут возникает такая дилемма, где полыхнет, ну вот с точки зрения военных кругов, да, вот там, в этой песочнице, да, начнется, скажем так, драка лопатками. Военном, поствоенном, ветеранском, вот этом круге. Или в круге, скажем так, гражданском, потому что жизнь-то тяжелая. Вот все как-то так смотрят на Путина, смотрят на Зеленского, там, к Навродскому поехал, чего-то ждут, вот это Европа 90 миллиардов дает на 2 года, а там говорят, да не хватает, надо 137, а жизнь-то легче не становится, света нет, все больше, чего успевают залатать, ну то и успевают. Привыкли уже к этим пауэрбанкам, генераторам, ты не понимаешь, там, воздушная тревога, доедешь, не доедешь, если брать про столицу. Харьков уже, вот эту окружную Харьковскую, тоже многие ездили, ну, кто бывал в Харькове, понимают, ну, что это за дорога. Ее обстраивают вот этими сетками, столбы ставят и будут вот эти дороги накрывать, потому что близко противник, и можно спокойно бить и FPV-дронами, и другими видами дронов. То есть это абсолютно другой уклад жизни. И возникает же главный вопрос. Гражданские будут против и являются этим источником вот этого пожара внутри, который там разорвет страну по всем расчетам России, например, да? Или бывшие военные, ветераны? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Я бы ответил так. За время правления Зеленского, особенно за военные годы, в стране выстроена очень серьезная, очень злая карательная система. Эта карательная система прикрывает свои абсолютно беззаконные действия, злодеяния, шумом о том, что она нападает только на врагов Украины, мифами такими. Потом рассказами о том, что если иначе не поступать, то Украина падет, а на самом-то деле уничтожается просто или уничтожено просто инакомыслие в Украине. Тем, что Запад закрывает глаза на тот диктаторский режим, который сегодня установлен. И эта карательная система очень жестко проходится и прошлась, и проходится сегодня по гражданскому населению в первую очередь, потому что инакомыслие больше там было. Этих людей, которые думали иначе, уже в основном нет. Они или убиты, или в тюрьмах, или смогли уехать из страны. Это значит, что на сегодняшний день, на мой взгляд, гражданское общество выхолощено. И на серьезные действия, я не говорю там о Майданах, но о серьезных протестах, на мой взгляд, оно не готово. И сегодня не пойдет. А если где-то этот очаг возникнет, его задавят, объявят этих людей агентами Кремля, найдут у них грамоты от Путина, ордена какие-нибудь, ксивы, русские рубли, ну, все стандартно. Все же понимают, да. Это маразм. Вот эти жители Березины, у них там на прошлой неделе взорвалось предприятие по взрывчатке, изготовлению, незаконному. То есть беспилотники, понятно, там, да,
вы понимаете, это же следствие вот этого вплетения военной, полупартизанской, полуподпольной, полу какой-то вот такой, да, вот в таком формате вообще функционирования, да, в обычную гражданскую жизнь. Когда ты не знаешь, ты живешь, например, в каком-то квартале, а у тебя там гаражи, да, вот Но гаражные с точки кооперативы. зрения экономики у людей вариантов нет, потому что деньги все сегодня идут на войну, и от войны можно зарабатывать, и люди это видят, а от другого ничего они не могут заработать. Все бывшие гражданские нормальные отрасли сегодня либо разрушены, либо принадлежат монополиям, и, как правило, уже даже не отечественным монополиям, а иностранным монополиям. Вот люди и ищут варианты в гаражах условные беспилотники и гранаты собирать, и хоть как-то участвовать в пошиве каких-нибудь форм, бронежилетов и так далее. Вариаций других нет. Они пытаются на этом заработать. Это, кстати, одна из мотиваций, почему молодежь идет на фронт. Потому что она не видит других перспектив. Я не поверю, что 5000 тех, кого завербовали по предложению Зеленского, вот этот за 1 миллион гривен, да, что они пошли туда воевать из-за идейных соображений. Уже на 4-м годе, особенно при диких коррупционных скандалах в окружении этого президента, какие могут быть идейные соображения? Вариаций нет. Выехать не могут, работы найти не могут. Они получают деньги от войны. Таким образом, это вплетение, как вы говорите, оно, в общем-то, объясняется жизнью насущной. Кормить семьи надо. Но в целом, мне кажется, что катализатором внутренних взрывов будут все-таки военные. Люди, которые видели смерть, и свою, и чужую, и друзей, и близких. Люди, которые умеют пользоваться оружием. Люди, которые умеют и понимают, что такое тактика и стратегия боя, тем более боя в городах. Много слишком городов украинских подвергнуты были этим самым боям. И как только, так вот, я отвечаю на ваш вопрос, я не верю в то, что это будут все-таки гражданские люди, те, которые ходят по пешеходным переходам, перекрывают дороги и требуют возмещения, или те, которые протестуют в Одессе против людоловов. Все-таки я думаю, что потенцию зададут здесь именно военные. То ли это будут бывшие военные ветераны, то ли это будут военные, самовольно оставившие свои воинские части и вернувшиеся домой в большом количестве. Всех же не переловить, СБУшников не хватит. И самое главное здесь вот что. Никогда, ни в какой стране мира, никогда в истории по итогу карательные системы, карательные службы не побеждали армию, если она становилась на дыбы. Никогда. Повыдергивать кого-то, покидать в тюрьмы, поубивать – такое возможно. Но остановить весь армейский массив невозможно. А там, где дернется один отряд, дернется второй, третий, 10-й, и дальше уже будет эффект домино. Здесь уже сработает армейская психология, воинское братство и так далее и тому подобное. Резюме. Я думаю, что на самом деле очаг, ну как угодно это назвать можно, инакомыслия сегодня, революции, чего угодно, он все-таки теплится не в мирных домах и квартирах, а в окопах, в местах расположения воинских частей. И это, кстати, понимают в Киеве отлично, я имею в виду главные политики. И это, кстати, на мой взгляд, одна из причин того, почему они очень не хотят, чтобы войска возвращались назад. Очень не хотят. Им не нужна ротация. Это все рассказки. Им это не нужно, потому что это для них смертельно опасно. Вот такой ответ. Максим, ну еще важная деталь о гражданских, да? Ну, опять-таки, понятно, что это, может быть, кто-то потроллил, скорее всего, так и было. В общем, на этих экранах сейчас упиваются украинские паблики разные, да, комментаторы, обозреватели, какие вот, смотрите, на экране у Путина выводятся вопросы.
Ну, там и про бедность, и про папуасов, и про, ну, вот свои там газ куда-то не довели, и чего-то где-то. Между прочим, в сценарий этой прямой линии тоже включили определенные моменты, там включили там погибшего солдата, жену, тот извинился за чиновников, которые там выплаты ему, в общем, не выписали. То есть это все понятно. Мы же, ну, люди плюс-минус разумные, мы видим, что даже вот эти сообщения на экранах, это тоже элемент шоу. Ну, то есть это задумка такая, да, там как бы ерунду какую-то не покажут. А если покажут, то тоже с определенной целью. Ну вот просто, чтобы человек, там, я там напишу какую-нибудь гадость, и вот смотрите, у Путина сейчас на экране появится. Это тоже элемент, сам факт этого, сам механизм такой элемент. И там вот было, что из Днепропетровска кто-то писал, там, ударьте по орешникам по нам, да, вот это вот сообщение. Якобы из Днепропетровска, якобы из Днепра по военному объекту. Просто скажите, когда, ну, чтобы... Ну да. Отошел в сторону. В Днепре очень серьезно, как бы, серьезная проблема. Там люди нападают на электриков. То есть, смотрите, они там какой-то дом, да, его не отключали, он не попадает, он на какой-то линии, которая, ну, не отключается от света. Но у нас же как справедливость должна быть. Как это? У всех нет света, и у них. И вот электрики приходят и выключают вручную, по часам. То есть пришел, выключил, и все. Хотя дом мог не отключаться. Они собрались, как говорится, жители нескольких подъездов, наваляли им, потому что пришли отключать. Потому что справедливость вот такая. И дороги точно так же, я упоминал, перекрываются, потому что у кого-то есть свет, а у нас уже нет, например, в этом районе или в этом доме там очень долго. Там сутками нет, несколько суток. А там включают хоть иногда. То есть, понимаете, какой уровень озверения к этому? Поэтому даже если кто-то там написал, хотя это вряд ли, но если написал из Днепра, то это можно понять. Уже ударьте орешником и давайте все закончим. Как работать с этими людьми? Что вообще в политическом смысле нам говорит наличие огромного нерва, который никак не решается затягиванием войны и военных действий и затягиванием текущего положения вещей. Такое ощущение складывается лично у меня, чтобы условно, допустим, вышли бы и сказали, все, мы на все согласились, давайте там, где там отвести войска, где подвести, где что, все, приказ одной армии, приказ другой, разошлись, закончили войну, дальше будем контактировать, ну, налаживать какие-то там другие моменты, в общем, утрясать это все. И люди бы уже выдохнули и сказали, ну все, слава богу, мир, и не было бы вот этого нервяка внутри. Что это нам сулит как стране, да, о которой там выборы, там каких-то там, о выборах каких-то говорят, о каких-то, не знаю, там новых политиках? Правящей верхушке невыгодно окончание войны. Именно поэтому это является основной причиной неподписания мирных соглашений. И я думаю, ну, нужно быть идиотом, чтобы рассматривать иные версии. Нет других версий. Они живут с этого, они имеют власть от этого, они реализуют свои больные комплексы с помощью этого. Точка. Не надо 3 точки ставить, не надо, достаточно. Это априори, это уже даже это не нужно, не подлежит доказыванию. Сегодня, к сожалению, это аксиома в Украине. Это первое. Второе. Интересы правящей элиты абсолютно не коррелируются с интересами большинства в Украине и не будут коррелироваться, потому что это разные люди, разные интересы, разные судьбы. Правящая элита держит гражданское большинство в повиновении с помощью выстроенной карательной системы. Отсылаю к ответу на предыдущий ваш вопрос. Эта карательная система работает эффективно. Она сажает, убивает. Суды и законы здесь не играют никакой роли, либо исключительно как фасад, не больше. А раз так, огромный еще есть лаг, временной лаг, если ничего не изменится, для того, чтобы и дальше продолжать подавлять то же население, которое сегодня нападает на электриков. Даже где-то на ТЦКшников. Это все равно не самое страшное, это все равно моменты, которые правящая элита в состоянии вырезать и обнулить. Это 2. 3. Мне кажется все-таки, что катализатором внутреннего взрыва будут люди в форме. И
и их отношение к происходящему. 4. Вы насчет справедливости сказали, помните старый саркастический анекдот, когда у соседа спросили, что он хочет, чтобы у него с ним случилось, но только у его соседа будет в 2 раза больше, и он попросил выколоть глаз. Это свойственно нации, свойство, извините за тавтологию. К сожалению, есть такая фишка. Я бы рекомендовал людям, которые ищут справедливость, не на электрика нападать в данном конкретном случае. Он такой же подневольный человек, как и многие другие. А прокрутить те съемки, когда 5 миллионов наличными долларов достали у ближайшего соратника Зеленского, когда 1 миллион с лишним достали у другого его товарища в американских упаковках. Для чего? Для того, чтобы после этого открыть свой саквояжик или свой ящичек, свою тумбочку и посмотреть, сколько денег там, сколько мизера этого, копеек, грошей, или как их там, шаги сейчас называть хотят. Шаги, уже копейки, да. Шаги. И почему-то это считается украинским названием, но об этом чуть позже. Так вот, вот это надо сравнивать. И там надо видеть врага, а не в электрике. В том, кто организовал и отдал приказ, чтобы это произошло. В том, кто придумал все для того, чтобы война началась. В том и в тех, кто на этой войне наживается. Я сейчас вернусь к моменту по электрикам. НАБУ публикует записи, когда Миндичи условные и прочие крысы обсуждают, а зачем нам что-то там защищать в этих энергетических объектах? Они же все равно будут разрушены. Смотрите, и за параллелью ответ руководителя детективов НАБУ. Я не помню его фамилию, но его ответ хороший. Я это оцениваю как прокурор и говорю, что это ответ хорошего расследователя. Он говорит, вообще-то нужно назначить на государственном уровне аудит, которому поставить вопросы, кто принимал решение о энергоэффективности и о защите энергообъектов, кто лоббировал это, какие механизмы просматривались, и потом уже подойти к исполнителям. Он задал этот вопрос для того, чтобы показать, что ноги и уши растут сверху. Они сначала придумали идею о защите энергообъектов, потом они на нее списали деньги, выделили эти деньги и украли их. Эти деньги разделили между собой. И в кулуарах переговариваются, да мы же ничего плохого не сделали, все равно какой смысл их ремонтировать. А электрик внизу и страдает от этого. Стало быть, проблема не в электрике, а проблема в том, кто украл эти деньги на электрику, кто жирует в тот момент, когда дома отключают. Туда надо людям, которые хотят справедливости, направить свои гневные взоры и гневные мысли. Вот тогда будет толк. А что касается вот этого переименования, я же нумизмат в прошлом, и поэтому, конечно же, это все нельзя не зацепить вниманием. Даже, я думаю, лингвистически слово «шах» для того, кто знает, что такое русский, украинский язык, это слово, очевидно, не славянского происхождения. То есть это, скорее всего, тюркский язык, возможно, татарский, возможно, там, турецкий какой-то, но не славянский. И взято оно было и пришло в наши языки именно оттуда, с Востока. То есть говорить о том, что это родное для украинца, как-то немного странно. А слово «копейка», а вы, кстати, знаете, почему монеты назывались копейками? Расскажите. На старых монетах 14-15 веков был изображен Георгий Победоносец с копьем. Вот из-за копья эти монеты и назывались копейками. Так вот, пожалуй, все-таки это слово использовалось на территории княжеств Киевской Руси, впоследствии уже отделившихся княжеств намного чаще и больше, чем шах, грош польский или все что угодно. Это я к тому, что вместо того, чтобы войну выигрывать, вместо того, чтобы дело делать, вместо того, чтобы делом заниматься и страну хоть как-то поддерживать, они херней маются и
копейки в шаге переименовывают. И, кстати говоря, вы когда в последний раз копейками расплачивались? Вы, Александр, или люди? Когда? Да уже забыли, что такое монеты, потому что с момента создания украинской гривны в 1996 году она настолько обесценилась, особенно при этих Зеленских и Порошенко, настолько обрушилась, что сегодня к купюрам рисуют просто новые нули, а от монет отказываются. Но зато какой прекрасный инфоповод отвести взгляд людей от проблем и рассказать им о том, что теперь у них будут не копейки, а шаги. Это да. Ремарка нумизмата, извините. Да, сегодня Зеленский в Польше встретился с Навродским. Ну, вроде как хорошо встретились. Там, правда, конечно, Навродский, ну, он же такой специфический человек. Он говорит о том, что помощь Польше не встретилась с соответствующей оценкой. И это была темой разговора с Зеленским. Короче, неблагодарные украинцы, да, и как бы упрекнул Зеленского в этом, но сказал, что ощущаем твердо, что Зеленский, в общем, имеет инструменты, чтобы этот тренд удержать, отбросить. Ну, скажем, Зеленский говорит, нет, мы благодарны. В общем, опять такая история, понимаете? Украинцы должны благодарны быть полякам. Причем, нет, объективно, 2022 года это да. То есть многие сейчас польские пишут о том, что это сейчас уже тренды меняются. Это то, что было в 22-м, это не то, что сейчас в 25-м. Ну, в общем, тема неблагодарных украинцев и таких поляков, которые ждут благодарности, не находят какого-то отклика, она опять сейчас возвращается. Даже сам факт встречи, ему предшествовали вот эти разборки на дипломатическом уровне, типа Зеленский должен сам проявить инициативу, там, сам запросить эту встречу с новым президентом Польши, первую встречу, да. Ну, в общем, как-то так они там перетягивали канаты. Смотрите, очень важный момент. У Украины всегда с соседями какие-то костыли на пути, какие-то, не знаю, абсолютно тяжелые вещи. То есть сейчас, допустим, бомбят очередной раз этот мост на Бухарест, который, да, с румынами плюс-минус ровно. Ну, там Словакия, Венгрия, Польша. Про Беларусь мы молчим. Там Орешник сегодня разместили. Это вроде как союзник России, поэтому это тоже враги. Ну, там на официальном уровне, да. И президент у нас, ну, тоже интересный момент, да. Президент у нас Александр Григорьевич, то есть без слова президент для белорусского, да, руководителя. А когда обменивают, ну, как обменивают, отпускают, белорусы отпускают там очень много оппозиционеров, осужденных, в общем, из тюрем выпускают, потому что у них свои игры с Соединенными Штатами Америки, санкционные в том числе, и другие дипломатические. Выходит Зеленский с Буданом, говорит, вот мы повлияли хорошее, чтобы украинцев освободить, там 100 с чем-то там всего отпустили, 100 украинцев. То есть тут мы вроде как, это же Лукашенко отпустил, а не вы повлияли. И тут тоже какая-то вот такая история. Ну, примазаться ж хочется. Понимаете, такая достаточно очень тяжелая политика с соседями. И у Зеленского оно прежде всего, да, получается, что какое-то странное, опять-таки, пользуясь вашим инструментом, да, масштабируя ситуацию, очень странное какое-то Зачем так делать, да? отношение. Тем более, смотрите, Польша, Словакия, Венгрия, граничащие по Западу. Это же вроде как должны быть первые, кто нам хочет, должен помогать, как в 22-м. Если мы планируем продолжать войну, и продолжать, если там, ну мы, Зеленский планирует продолжать войну, а он с ними не может найти общий язык. Вот странно как-то, почему так получается? Вот как вы замечательно в вопросе ответили. Не мы, Зеленский хочет продолжать. Вот и все объяснение. Вы сказали, у украинцев плохие отношения с Польшей. Да нет, у украинцев нормальные отношения с Польшей. Я думаю, многие украинцы, которые в Польше остались, получили там мирное небо и возможность зарабатывать, они благодарны полякам. И я думаю, что они дружат с многими польскими семьями. Я в это верю. Людям не нужна там халепа, не нужна проблема. Им надо жить, работать, детей воспитывать. И так другие украинцы, которые находятся на территории других европейских стран, они точно так же благодарны этим странам, правительствам и людям за то, что когда было тяжело, им дали
очаг и дали крышу над головой, и дали возможность получать какие-то деньги и мирно себя чувствовать, спокойно себя чувствовать. Я что-то не помню, чтобы за эти годы украинцы устраивали террористические атаки на толпы европейцев. Ну, это я к тому, что у нас нормальная, цивилизованная была, во всяком случае, страна. Сейчас сильно в ретроспективу не буду заныривать. Резюме. Вы сами провели водораздел. Нужно разделять интересы правящего нынешнего класса или классика, или цирка, как угодно, и интересы Украины и украинцев. Украина и украинцы не заинтересованы в том, чтобы... Извините, кот ломится. Не заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. Не заинтересованы, чтобы были проблемы с соседями. Людям нормальным это не нужно. Потому что на мире зарабатывается много больше, чем на войне. Потому что на мире зарабатывает много большее количество людей. А на войне лишь правящая поганая верхушка. Вот и все. Ни мне, ни вам, ни тем, кто в Польше, ни тем, кто рядом с Польшей, не нужна проблема с поляками, не нужна проблема с Венгрией, не нужна проблема со словаками. Почему так получается у так называемой дипломатии, у всех этих Сибих, до него у Кулеб? Ну, там на лица посмотреть надо, и фамилии, ну, взвесить, и уже понятно, почему. Ну, потому что вот... Почему они ставят личный гонор, агрессию и интересы выше интересов державных? Вероятно, так выстроена сегодня в целом государственная система, я имею в виду государственная верхушка как таковая. Они ссорятся по мелочам, они позволяют себе копать исторические проблемы, когда это не нужно делать, и не соглашаться с очевидными фактами, когда это нужно делать для того, чтобы пожать еще раз руку, допустим, Польше за то, что она помогла в 22 году, в 23-м. И правильно вы говорите, если собрались и дальше воевать, как вы обойдетесь без западных соседей? Уже на сегодня Венгрия и венгры, благодаря Зеленскому, косо смотрят на Украину и украинцев. Хорошо ли это? Конечно, нет. В свое время Венгрия приютила 500 000 наших сограждан. То же самое происходит в Словакии. Меняются настроения уже и в самых западных странах, в Испании и в Португалии. Меняются, и это видно. Мне недавно в Испании задавали в этих же кругах вопрос о том, почему наши руководители умудряются со всеми ссориться, вместо того, чтобы со всеми мириться и быть максимально благодарными. Ведь слово «спасибо» самое несложное и самое действенное слово в мире, которое придумало человечество. Говори чаще спасибо, а еще лучше хоть немножечко показывай своими действиями, и у тебя все будет хорошо, и к тебе будут относиться позитивно. Очень вероятно, что люди, которые дорвались в Украине до власти, настолько захлебнулись ей, настолько поверили в то, что они избраны, настолько они самолюбивы и гонористы, что забыли о том, что Бог кого возвышает, того точно так же и опускает на землю. Этим людям я, кстати, этого очень сильно желаю. И еще один момент. В целом, обратите внимание, как только Украина жила с соседями рядом мирно, она зарабатывала, она процветала, ее люди не уезжали, сюда заводились деньги, отсюда продавалась продукция с добавленной стоимостью, а не только руда, например, или чернозем. Как только... Есть книжка замечательная, называется «Месть географии». Ее смысл в том, что умным нужно правильно оценивать и понимать, где они родились, где живут, где работают, где их страна находится и в окружении кого. Ты можешь не любить соседей, ты можешь где-то там внутри, ты можешь... Ну, они тебе чем-то могут не нравиться, но как только начнешь срать, простите, у них под дверями и делать это еще и перманентно, еще и с завидным упорством, еще и мазать, размазывать,
то доброго отношения к ним, от них точнее, ожидать не стоит. Есть выражение очень хорошее: не ссорься с соседом и с Богом. Как только забывает о нем человек, сразу же начинаются проблемы. Вот сегодня они начались. Раз Украина, вернее, и не просто начались, они трансформировались в войну. Раз Украина до этого жила нормально, по-доброму, люди ездили друг к другу в гости, у всех родственники или у многих в России, у русских много родственников в Украине, а потом произошел один момент и клац, все изменилось, значит, речь нужно вести о том, что кто-то намеренно, кого-то намеренно завели в верхушку Украины, и эти люди сделали все для того, чтобы испортить отношения с соседями. И здесь несложно вспомнить, когда это произошло. Примерно 2004-2005 года это началось. Среднестатистический гражданин Украины не ссорился ни с кем и никому не гадил под дверьми. Он жил себе и жил, кормил свою семью и растил своих детей. Но начали искусственно рождаться моменты по языку, по вере, по церкви, по истории. Фашист не фашист, нацист не нацист, москаль не москаль. И все это начали накручивать. Я к чему веду? На мой взгляд, огромная армия агентуры влияния, которую засадили на Печерские холмы, сделала все для того, чтобы сделать из страны сначала страну-изгой, а потом и страну-инструмент против других. К сожалению, на мой взгляд, именно то и произошло. Что будет теперь с поляками? И как, кстати говоря, Зеленскому же сказали: хочешь встретиться, приезжай. Тот вилял. Типа, нет, вы приедете, мы вам экскурсию проведем. Но закончилось все чем? Все равно он поехал туда. Все равно поехал. Вариаций особо нет. Хорошо, кстати, что поехал. Хоть на это ума хватило. Может быть, о чем-то и договорятся. Может быть, хоть как-то градус напряжения снимут. Но Польша на сегодня очень серьезная страна Европы, очень серьезный член НАТО, чтобы нехтувати, как по-русски, чтобы пренебрегать ее позицией, ее интересами в том числе. А если еще больше углубиться в историю, а я все-таки верю в то, что история спиралевидна, то я просто хочу напомнить, что тем, кто забыл, что часть современной Украины – это бывшая Речь Посполитая, часть современной Украины – это бывшая Румыния, часть современной Украины – это бывшая сначала Австро-Венгрия, потом Венгрия. Поэтому не надо будить лихо, пока оно тихо. А я думаю, что на самом деле во многих кабинетах тихо-тихо уже это лихо проговаривается. Ну да. Значит, сегодня Путина спросили на линии про европейских подсвинков. Ну, он говорит, европейские подсвинки. Это был комментарий его по поводу российских активов, по поводу решения Европы. Говорит, европейские подсвинки. И вся пресса, там, вчерашняя, по-моему, позавчерашняя, они не знали, как перевести. Ну, переводили какой-то там маленькие поросята, там маленькие свиньи, в общем, как-то вот не хватает красок, да, чтобы понять контекст, да. Ну, он говорит, я никого конкретно не имел в виду, никого, в общем-то, не хотел обидеть, я вообще на личности не перехожу. Как вы думаете, вот эта вся движуха с российскими активами, которая как бы заморозят и отдадут, когда Украина получит репарации, вместе с этими, скажем так, решениями, когда европейский налогоплательщик теперь по факту, да, кроме отдельных стран, там Венгрии, Словакии и так далее, там Чехии, будет оплачивать дальнейшее продолжение войны и помощь, которой также не хватает в полном объеме. Все тоже это видят. Говорит, надо 137, дают 90. Как, собственно, будут с этими подсвинками, да, дальнейшие строятся отношения? И не приведет ли это к еще большей эскалации там, России против НАТО или европейской части НАТО? Путин же как говорит, не надо нас надувать, тогда не будет спецопераций. Ну вот как-то так. Запад надул, да, вот получилась спецоперация. Что вы думаете насчет этих средств и насколько, действительно, там,
и надолго ли, да, Украине их хватит, и действительно ли это будет, ну, действительно ли это поддержка, или там просто очередное перекладывание денег из одного кармана в другой, и, собственно, а Украина вот так и будет, собственно, довоевывать, как сейчас довоевывает. Я специально посмотрел, кто такой подсвинок. Я не знал. Это поросенок в возрасте от 4 до 9 месяцев. Я не знаю, почему он там кого-то так назвал и кого именно он имел в виду. Может быть, в силу его отношения к интеллекту, допустим, своих оппонентов. Сложно это прокомментировать, раз он сам уходит от ответа. Но мы же видим, что на протяжении почти года стоял вой и на политической европейской арене, и в средствах массовой информации, и в украинских средствах массовой информации о том, что вот-вот русские замороженные активы заберут и отдадут Украине, либо отдадут Европе, а Европа будет их сама использовать по своему усмотрению. Вой стоял, а сегодня сдулся этот вой. И одним из главных противников подобного решения выступила страна, где эти активы находятся в большей своей части. Бельгия сказала: не-не-не, мы что-то боимся, мы не хотим. А у Бевер, да, премьер бельгийский, у него спросили: а что вы не хотите, мы же вам там что-нибудь прогарантируем. Он говорит: подождите. То есть здесь ответ на ваш вопрос можно взять из слов того же бельгийца. Он говорит: первое, это незаконно. Ну, нет, международное право подобные вещи не предусматривает. Второе, мы боимся последствий всех, от финансовых до военных. Третье, в целом для евроэкономики и для зоны евро, наверное, такой поступок был бы проблемой, потому что, полагаю, в еврозоне не только 200 миллиардов русских активов, а еще, допустим, там триллион, возможно, или чуть меньше китайских активов, еще каких-то азиатских активов. И как тогда будут смотреть эти страны на то, что изъяли их деньги в том или ином случае? Я думаю, только однозначный будет ответ: деньги отсюда выведутся, а евро чрезвычайно от этого претерпит, равно как и в целом европейская экономика. Поэтому я думаю, что все это было положено на чашу весов. Это раз. Два. Я думаю, что условные БВР и другие, ну, Орбан, понятное дело, словакский премьер, понятное дело, чешский уже новый премьер, тоже понятное дело. Они же видят, что творится в Украине с деньгами. Они же видят, что эти деньги воруют. Они не хотят, чтобы они сейчас стали крайними, проголосовали за изъятие чужих денег, и потом их отдали тем, кто их украдет. И еще раз провожу водораздел. Не украинцы их украдут, а верхушка, которая в Украине правит. Об этом говорит и Орбан, об этом говорит и БВР. Никто этого не хочет. А те, кто этого хотят, ну, на мой взгляд, как человека, долгое время расследовавшего преступления, они и в теме, и в доле. Ну, представьте себе бытовую ситуацию. Мы знаем, что где-то кто-то, наш сосед, ворует у нас у всех кастрюли, ведра, там, я знаю, лопаты со дворов и так далее, колеса снимает и так далее. И потом он к нам приходит и говорит: слушайте, а можете денег мне собрать? Ей-богу, отдам. И инициативная группа во дворе начинает ходить по квартирам и говорит: давайте ему денег еще соберем, вдруг пригодятся. Он нормальный же парень. А это не он воровал эти колеса, это другие какие-нибудь. То есть эта инициативная группа однозначно имеет какой-то резон в подобном действии, однозначно что-то мутит для того, чтобы, ну, выиграть в этом же сборе денег, как и этот сосед. К сожалению, это событие произошло. К сожалению, они воровали, наши, я имею в виду, родные украинские жулики, воровали настолько нещадно и настолько чувствовали свою безнаказанность, что это вышло вовне, что им пофигу было, они в хатах в своих обсуждали, как они это будут делить, из чего они будут забирать, и чья долька для моржа, чья долька для ежа.
И это вышло из дому, вышло вовне, весь мир это увидел, и мир, на мой взгляд, не хочет в это баловаться. И поэтому речь идет о том, что деньги будут забираться из кармана, планируют забирать из кармана европейских налогоплательщиков. Теперь вот что. То, что они сказали, что они выдадут этот кредит в 90 миллиардов на следующие 2 года, это 26-27 года, еще писями по воде велено. Кто там кому что выделит, еще 2 раза посмотреть. Объясню почему. Еврокомиссия – наемные ребята. Да, они сегодня во многом узурпировали власть в Евросоюзе, и самое важное, это очень злит и часть Евросоюза, европейские элиты, европейскую аристократию, поверьте, я знаю, о чем я говорю, очень злит, что ими командует кто-то, непонятно кто, который назван кем-то в Еврокомиссии, ничего хорошего никогда великого не сделал до этого у себя в странах. Теперь они забрались в Брюссель и рассказывают всему Евросоюзу, как ему жить и кто кому чего должен. Это очень не радует американцев. Илон Маск недавно сказал, фон дер Ляйен когда-то о демократии что-то говорил, он не сказал, подождите, так давайте вас выберут прямым голосованием. Вы же назначенная, какая же демократия? Все понимают, что тот механизм, который сегодня работает в Евросоюзе, правительственный механизм, он изменился от тех целей, когда его создавали. А раз так, этот механизм заменят. А механизм будут менять вместе с составляющими частями. Далее, мы видим, что в Европе все больше и больше выигрывают политические баталии и занимают ответственные посты те политические силы, которые не поддерживают дальнейшую войну в Украине, не поддерживают субсидирование Украины, не поддерживают Зеленского и не поддерживают его окружение. Это видно и по Германии. Да, там сейчас еще не произошла победа АфД, но оно к этому идет. Это видно по Испании, это видно по Португалии. И, конечно, это видно по тем странам, где уже выборы произошли, и во власть пришли люди, которые являются антагонистами украинской войны. Поэтому я полагаю, что вопрос о выделении денег в целом – это еще не решенный вопрос. И я не думаю, что он будет решаться позитивно и очень быстро для тех целей, как видит себе Зеленский и его окружение. Я полагаю, что все-таки конструкция сегодняшнего мира выстраивается таким образом, что антагонисты продолжения украинского конфликта будут брать вверх. И будут брать вверх, эта тема не за горами. Смотрите, это вот в Европе, да? Вот в Европе. Но тут же вопрос какой? Надо, чтобы денег дали. Вот если честно, то вот этот весь там кредит и... Ну вот глядите, тут же дополнительная причина Зеленскому никуда не уходить. Сейчас там расписывают о том, что они там Шефер, Ермак, выборы через Дию, красиво нужно как-то все провести. Короче, чтобы удержаться, да, у власти. Потому что если уйдут из власти, ну никто не даст гарантии, что их не догонят потом. Ни Ермака, ни Шефера, ни каких-то. И Зеленского самого, да, тоже. Очень тяжело дать ему какие-либо гарантии. Если оставаться, то нужно сделать так, чтобы ни у кого не было вопросов. То есть каким-то образом как бы переизбраться или там переизбрать какого-то преемника, который гарантирует, что все будет хорошо. Но тоже опасный путь. Короче, надо, значит, зубами уцепиться и эту хватку от власти не отпускать. И вот нам сейчас вот это крутят, рядят вот эту историю с тем, что во время военного положения, выборы. Это ведь четкий сигнал. Если пошел такой, ну, замес, да, после слов Трампа, то военное положение никто не будет отменять. То есть мы так и будем в военном положении. Я даже больше могу как бы так довести мысли еще до такой точки, что даже если условно сейчас там Путин заявляет в прямой линии, там Трамп, понятно, отреагирует, Зеленский все отреагируют, Европа тоже все будут. Макрон уже сейчас говорит, давайте общаться с Россией. Короче, даже если условно войну эту остановят на каких-то компромиссах гипотетических, в Украине все равно будет военное положение. Потому что выборы надо проводить. Выборы надо вот по этому закону проводить.
и переизбирать конкретно Зеленского. Не уйдет он, не может он никуда уйти, потому что последствия колоссальные. Слишком многих людей он обидел, слишком многие люди хотят ему не только там вот этого добра, как там показывают всех, а хотят, в общем, расправы и мести, понимаете? Поэтому тут возникает другой момент. Получается, что мы эту войну консервируем, да, избирая Зеленского, а не избрать Зеленского нереально. Потому что он сделает все, как Шулер, все обставит таким образом, что нужно будет или преемника Зеленского, или Зеленского избирать. Соответственно, мы оглянемся назад в будущем и не поймем, что с нами произошло. Точнее как, мы поймем, что мы стали жертвами этого кровавого спектакля, перформанса 95-го квартала. И ответы на исторические вопросы, да, а что это было, а почему, там ваша отсылка к 2004 году, но уже слишком много времени пройдет, и уже никого волновать не будет. Придумают какую-то новую залипуху. Вот какой у нас, как у страны, как у народа, путь вырисовывается. Согласны вы с этим или нет? Я согласен, что это огромный риск, и этот риск превозобладает над другими рисками. Я согласен с тем, что это будет консервация, это будет вот та консерва с ядом, которая смертельно опасна для всех. Абсолютно согласен, что залишание. Оставление его и его конторы и компании этого квартала во власти – это дальнейшие беды, гибели, смерти, репрессии и разграбления. Я с этим совсем абсолютно согласен. И именно для этого и существует… Прикрой, пожалуйста. У нас там строительные работы, извините. И именно для этого существует геополитическая игра. Я думаю, что кроме территорий, кроме каких-то иных вопросов, очевидных, тех, которые на поверхности, люди типа Путина, Трампа, Си Цзиньпиня обговаривают и то, кто будет представлять Украину и насколько нужно консервировать в ней нынешнего персонажа и его этот театр. Я думаю, что… Смотрите, Путин сказал о том, что они за мир, но против перемирия. Если расшифровать эти слова, то это обозначает, что во главе Украины… Не так, что политика Украины должна быть, новой Украины, выстроена таким образом, чтобы не нести в себе и собой угрозу жизненно важным интересам России. Я сейчас не говорю, что это плохо или хорошо, не даю такие оценки. Я говорю о том, что это так. И раз это так, то это подразумевает, что те, кто сегодня управляет Украиной, не будут выстраивать подобную политику. А раз они не будут выстраивать подобную политику, то значит, что тактически они будут делать все для того, чтобы продолжать готовиться к будущей войне, к созданию новых проблем, ну и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что в геополитическом плане вопрос о его продолжении в политике рассматривается, а может быть уже рассмотрен. Вы абсолютно правы, когда говорите, что он без власти и без этого поста становится чрезвычайно уязвимым и ранимым. Это просто аксиома. Но так будет. Так будет. И он от этого никуда не денется. Сегодня происходит максимальное повышение ставок. И он, как очень человек талантливый, я не говорю, что он хороший, я говорю, что он талантливый, умеющий учиться, умеющий ощущать, знающий многое, владеющий огромной информацией и сегодня уже огромным опытом. Согласитесь, огромным опытом. Еще раз, я не говорю, что он хороший персонаж. Я говорю, что это так. Он сегодня играет в максимальное повышение ставок, чтобы выговорить максимальные для себя гарантии безопасности и по сроку, и по территориальности, и по глубине этих гарантий, и по подписантам этих гарантий. Вполне возможно, что где-то будет подписан какой-то документ кем-то из перечисленных мною фамилий, где они искренне поклянутся, что этому конкретному человеку ничего плохого
сделано не будет, и ему будет все сохранено. Я думаю, что речь идет именно об этом. Если же произойдет консервация, о которой вы говорите, то Украина, несомненно, проиграет. А тот, кто дорвался до запаха, до вкуса власти и крови, и денег сумасшедших, никогда от этого не отступит. Это уже болезнь, мы уже с вами об этом говорили. Она не лечится, эта болезнь. Тем более, если есть возможность ее не лечить и продлевать свое нахождение в этом эфире. Вот, полагаю, так. Вместе с европейскими подсвинками. С теми или иными соратниками. Максим Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо вам. Спасибо. Друзья, берегите себя, следим за ситуацией. Подпишитесь на Максима, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Увидимся. До скорого.